Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вот вы относитесь к акции «Хватит кормить Кавказ»? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, это прежде всего акция определенных сил, совершенно не российских, хотя они позируют в качестве российских. Очень многие так называемые русские националисты вчера еще принадлежали к лоббистским структурам, действующим в интересах Израиля. И, кстати говоря, есть и обратные процессы, когда вчерашние, так сказать, русские националисты внезапно оказываются, скажем, активными сионистами. Я имею в виду там такую известную фигуру, как Авраама Шмулевича, раввина Авраама Шмулевича, который в Питере был известен как Игорь Демин и был русским националистом. Так что это сообщающиеся сосуды. Кавказцев действительно раздражает, когда в роли русских националистов позируют люди, которые на это не имеют никакого технического права. Это попытка ликвидировать политического конкурента, это попытка подготовить ситуацию будущей пост-России под возможное возвращение реалии, то есть Йордим, в эвентуальной, так сказать, ситуации краха израильского государства. И естественно, что это развал России, потому что вывод Кавказа из состава Российской Федерации – это обрушение всей Федерации сразу, причем не только национальных, но и таких территорий, как Дальний Восток, там, Восточная Сибирь и так далее. Кроме того, хочу сказать, что Кавказ далеко не лидирует в плане, скажем, дотаций бюджетных. Такая территория, как Красноярский край, где есть алюминий, где есть несметные богатства, она является первой по дотациям, это первая дотационная территория. И до Дагестана еще там стоит несколько территорий, которые являются сугубо российскими. Поэтому надо говорить, не хватит кормить Кавказ, а хватит кормить Москву. В ней сосредоточено 90% богатств России, а она ничего не производит, кроме коррупции, как внешнего продукта. Раньше она производила власть, но еще была в советское время крупнейшим научным и промышленным центром. Сегодня она очень второстепенный научный центр, абсолютно не промышленный, это чиновничье логово, где существуют офисы различных монополий, различных СИП, РУС и там прочих нефти и алов. Вот, и они сосредотачивают в себе 90% российского богатства. Хватит кормить Москву. Как вы объясните тот факт, что нам всем говорят, что большинство террористов это люди, нуждающиеся в деньгах, страдающие от безработицы. Но ведь Евкуров недавно сказал, что большинство людей, уходящих в подполье, имеют высшее образование и зарплаты довольно выше среднего, во всяком случае в его регионе, больше 20-25 тысяч. Ну, я не знаю, вот все это бредовые мифы, понимаете, там, о террористах. Люди, которые говорят о террористах, они не понимают, о чем они говорят, они рассуждают совершенно как бы вот такими мифологическими клише. Существуют разные причины, по которым люди идут в вооруженную оппозицию. Если брать, скажем, время там, царской империи, то в народники, в эсеры шли в основном достаточно обеспеченные разночинцы, а иногда и дворяне. Вот. И всюду, где мы не посмотрим на, так сказать, процесс сопротивления и протеста, где, так сказать, он приобретает характер наиболее обостренный и конфликтный, мы видим, что зачинщиками оппозиции системе выступают те, кто имеют широкое мировоззренческое, так сказать, понимание мира и достаточно серьезное образование. Такие как знаменитый Карлос, процесс, по делу которого недавно возобновился во Франции, Ильич Рамирес Карлос, такие как там бригады, красные бригады, рафовцы, там люди были принадлежащие к элите германского общества, да, РАФ. То есть это, в принципе, все как бы люди, являющиеся политически ангажированными, вот, и внутренне независимыми. А нищие, сломленные люди, которые думают только о куске хлеба, революциями не занимаются. Поэтому правящие классы в основном стараются лишить бедных людей и того, что у них есть, чтобы у них не возникало мысли о протесте. Бедный человек ищет только кусок хлеба.
он уже не имеет сил для того, чтобы посмотреть на мир широкими горизонтами. И напоследок дайте, пожалуйста, анализ, ну, даже скорее прогноз предстоящих выборов, которые также будут проходить в СКФО. Как вы думаете, в какой обстановке пройдет это? Традиционно в Кавказских республиках наиболее высокий выход избирателей к урнам. И я думаю, что партия власти получит там максимум голосов. Ну, что процент партии власти будет самый высокий среди всех территорий Российской Федерации.